Конечно, сейчас это покажется выдумкой, но 30 лет назад на Нижегородщине существовали уголки, нетронутые цивилизацией. Я имею в виду глухие деревни, до которых очень трудно добраться. Моя мать была родом из одной такой деревни и летом часто подкидывала меня туда, к бабушке с дедушкой. Электричества в деревне не было, воду брали из колодцев, а о магазине и речи не было. Кормились тем, что подарит земля и лес. По грибы и ягоды ходили всей деревней. Но было в лесу одно место, куда не ходил никто. Сразу за деревней, с северной ее стороны, на самых высоких деревьях висели белые куски тканей. И насколько я помню, ни разу никто не ступил за этот периметр. Мне было строго-настрого запрещено даже подходить к этой кромке леса. Я спросил однажды у бабушки, что там, но она отмахнулась, сказав, что там находится заброшенная деревня с множеством старых ям и колодцев. Если упаду в один такой, то разобьюсь насмерть. Лучше бы она этого не говорила. После ее слов я понял, что не успокоюсь, пока не побываю в заброшенной деревне. Дождавшись, когда дед с бабкой уйдут к соседям, я собрался и пошел в запретный лес. Сначала мне не попадалось ничего, кроме деревьев, но потом вдали показались стены старых деревянных построек. Через минуту я уже стоял рядом с ближайшим обвалившимся домиком. Хотел было двинуться дальше, но что-то скрипнуло. То ли старое дерево, то ли дверца одного из домов. Мне было всего 8, поэтому я сильно испугался и побежал домой. Неожиданно земля подо мной провалилась, и я упал вниз. Помню, что-то кричал, но знал, что это бесполезно, так как вокруг никого не было. Вдруг чьи-то руки вцепились мне в куртку и потащили наверх. Через секунду я уже стоял рядом с ямой, в которую упал, и увидел своих спасателей. Крик застыл у меня в горле. Их было 3: мужчина, женщина и ребенок. Они выглядели как чудовища из сказок. Страшные перекошенные лица, чудовищно деформированные тела, покрытые лохмотьями. У женщины совсем не было рук, зато прямо из плеч у нее росли невероятной длины подобия пальцев. У мужчины спереди и сзади было по горбу, отчего он стоять прямо не мог, а его череп был сильно скособочен. Ребенок выглядел настолько кошмарно, что я даже не знаю, как его описать. Вся эта троица просто стояла и смотрела на меня. Кажется, они пытались что-то сказать, но вместо речи из их горла доносились хриплые звуки. У меня в конце концов сдали нервы, и я, сломя голову, помчался прочь. Не буду упоминать, какую порку я получил от деда в тот день. На следующее утро меня отвезли в город к маме и сказали больше никогда в деревню не привозить. Я засыпал маму вопросами, кого я видел, ведь она выросла в тех местах и должна была знать. Мама сдалась и рассказала мне, что слышала сама. Когда-то существовала лишь одна деревня, та самая заброшенная. Все в ней было весьма обычным, пока в один год женщины не начали рожать уродливых детей. Они были настолько жуткими, что многие и на людей-то не походили. Они даже разговаривать не могли. Сначала деревенские хотели их убить, но ни у кого рука не поднялась на детей, пусть даже таких жутких. Причем уродливыми дети были лишь с виду, в душе они были вполне обычными. Любили своих родителей и сильно плакали, если те смотрели на них с отвращением. К тому же все эти дети умудрялись общаться между собой без слов. Чем старше дети становились, тем больше их начинали бояться деревенские. В итоге жители решили, что эти дети должны жить отдельно от них. Их решили оставить в той деревне, а для себя невдалеке построить новую, ту самую, в которой родилась моя мама. Вскоре старую деревню поглотил лес, а дети тем временем росли, рожали своих детей, старели, умирали, но никогда больше не попадались на глаза деревенским. Те, в свою очередь, старались забыть о своих ужасных соседях. Деревня моего детства уже давно развалилась.
Молодежь уехала, а старики умерли. Возможно, до сих пор потомки тех несчастных детей живут в чаще леса. Но я уже не узнаю, где их искать.